Никто не должен тревожить покой царей, что спят в камне. Эти слова были выбиты клинописью на высоте 20 метров, среди знойных скал и древней тишины. Но человек всегда считал себя выше предупреждений прошлого. Лето 1939 года. На юге Ирана, среди выжженных солнцем плато, группа археологов пробирается к месту, которое местные называют «домом мертвого царя». На рассвете воздух дрожит от жары, а песок под ногами хрустит, будто шепчет о чем-то древнем. Во главе экспедиции доктор Генрих Леман, немецкий историк, известный своими работами о персидских династиях. Он верит, что именно здесь, в скальных гробницах Накши-Рустам, сокрыта последняя тайна Дария Великого, властителя, чье имя наводило ужас даже спустя века. К полудню рабочие добираются до высеченного в скале фасада. Громадное лицо Дария взирает с высоты, как бог, глядя на людей. Под ним черный провал входа, полузасыпанный камнями и песком. Когда последний пласт обрушивается, тишину пронзает странный гул, будто из глубины скалы выдохнуло древнее дыхание. Позже в дневнике Лемана найдут запись. Ветер переменился, воздух будто стал тяжелее, песок шевелится сам по себе. Местные боятся приближаться к гробнице. Говорят, в глазах Дария живет огонь. Через 3 дня Леман умрет. Официальная версия — укус скорпиона. Но в лагере рассказывают, что ту ночь никто не слышал криков. Его нашли у входа в гробницу с лицом, покрытым тонким слоем песка, как будто сама пустыня решила вернуть долг. С тех пор никто не заходил внутрь. Местные пастухи обходят место стороной, утверждая, что по ночам в скалах слышен гул, похожий на дыхание. Спустя десятилетия, когда спутниковые снимки впервые покажут древние усыпальницы во всей их симметрии, археологи заметят странную деталь. Над одной из гробниц, именно той, куда входил доктор Леман, камень словно обуглен, будто коснулся неведомого жара. Историки скажут совпадение, геологи — природное потемнение. Но в Накши-Рустам до сих пор рассказывают другое, что Дарий, великий царь царей, не простил тем, кто осмелился потревожить его сон. И когда пыль поднимается над скалами, в ее завихрениях будто проступает лик из камня, гневный, неподвижный, вечный. Над равниной Фарса, где пыль поднимается, как дыхание времени, возвышаются черные скалы. Именно здесь, Накши-Рустам, место, где смерть обретает форму монументального величия. Сюда не приходит случайно. Здесь все создано, чтобы человек чувствовал, он лишь тень перед лицом вечности. Скальные гробницы высечены прямо в утесах, на высоте человеческого страха. Каждая крестовидная, с точностью будто вырезана железом по граниту. Фасады украшены барельефами, цари с поднятой рукой, лошади в камне, жрецы у алтарей, сцены подношения огню, но взгляд всегда притягивает одно — фигуру Дария. Он стоит на платформе, в короне, с высоким посохом лицом к солнцу. Под ним выбиты слова, обращенные к тем, кто осмелится приблизиться. «Я Дарий, великий царь, царь царей, царь стран многих. Бог даровал мне власть, и пусть тот, кто разрушит это место, познает гнев Ахура Мазды».
Для древнего мира Дарий был не просто правителем, он был воплощением закона и порядка, живым отражением воли богов. Он строил дороги, города, крепости, он заставил говорить золотые монеты и покорил земли от Египта до Индии. Но чем больше была его империя, тем сильнее он стремился к бессмертию. Именно здесь, в скалах, он повелел создать свою вечную обитель. Не под землей, как фараоны, не во дворце, как смертные, а в самом камне мира, где не живет время. Внутри гробницы тьма, холод и тишина, прерываемые только эхом собственных шагов. Узкие проходы ведут к халу, где покоился саркофаг, украшенный резьбой, львы, цветы, древние письмена. На стенах сцены побед, а над ними священные символы, круг и крылатое солнце. Но есть то, о чем не пишут в отчетах — тяжесть воздуха. Те, кто заходил внутрь, говорили, будто камни дышат, как будто сама гора хранит воспоминания о царе, чья душа не ушла в покой, а осталась наблюдать. В легендах говорится, что Дарий не умер. Он лишь заснул, заключенный в кристальный саркофаг, и что его тело не тленное, а лишь спящее. И если кто-то потревожит этот сон, древние силы, связанные с ним, пробудятся вновь. Так персидские старцы объясняли болезни, неудачи и смерть тех, кто касался гробницы. Так рождалось проклятие Дария. Сотни лет пустыня молчала, и только ветер, проходя по скалам, звучал как будто чьи-то голоса. Люди слышали их и уходили, но 20 век не знал страха перед легендами. Он принес в эти места фонари, фотоаппараты и гордость науки. А вместе с ними нечто, что следовало оставить в темноте. Это началось в конце 1930-х. Время, когда археология перестала быть поиском истины и стала охотой за славой. На карте Ближнего Востока появились новые точки — пустыни, горы, забытые храмы, где веками не ступала нога человека. И одна из них — Накши-Рустам. Там, где в скалах высечены гробницы царей, и где, как говорили старцы, спит сам Дарий. Экспедицию возглавлял доктор Вильгельм Штадт, немецкий историк, специалист по ахеменидскому искусству. Его цель была ясна — зафиксировать, измерить и, если повезет, вскрыть одно из захоронений, чтобы подтвердить подлинность надписей и артефактов. Но за его научным интересом стояло нечто большее — приказ из Берлина. Третий рейх искал в древнем мире символы власти и силы, доказательства своего божественного происхождения. И в персидских царях они видели отражение своих идеалов — железная воля, порядок, покоренные народы. Местные жители смотрели на них молча. Когда конвой с грузовиков и лошадей прибыл к скалам, никто не вышел навстречу. Только старик в черном плаще, стоявший у дороги, произнес тихо: «Не открывайте врата, что закрыты самим Богом». Но Штадт не слушал. Для него это была не вера, суеверие. Он видел перед собой камень, не тайну. Первые недели экспедиции прошли в жаре и пыли. Исследователи разбили лагерь прямо у подножия утеса. Днем измерения и съемки, ночью костры и бесконечные записи. Фотопластины отражали резные фасады, словно лица умерших. Но по ночам ветер усиливался, свистел между гробницами, и казалось, что изнутри кто-то шепчет. На третью неделю один из рабочих упал со скалы. Он был местный, молодой, смелый. Перед смертью, говорили, он кричал, что камень дышит. Слухи быстро распространились по лагерю, и половина носильщиков отказалась работать. Тогда Штадт привез новых, из Шираза, не местных, не верящих в проклятие. Но в ту же ночь исчез первый из фотографов, ушел в пустыню, оставив все снаряжение. Нашли его лишь через день. Лицо обожжено солнцем, глаза открыты,
будто он увидел нечто, что не должен был видеть. В дневнике Штатта, найденном позже, была запись. 3-я гробница. Южная стена. Звуки, похожие на дыхание ветра. Но ветер не может исходить изнутри камня. Тем не менее, работы продолжались. Экспедиция продвигалась все глубже, пробивая узкий лаз, ведущий внутрь скалы. Каждый метр борьба с камнем, песком и страхом. Пахло древней пылью и чем-то напоминающим железо. Когда проход наконец был очищен, в глубине показался свод, украшенный вырезанными символами. Крылатое солнце, охраняемое зверем с телом льва и лицом человека. Под сводом тяжелые каменные двери, и на них, как зарубки времени, были выбиты слова на староперсидском. Штат не понял их сразу, но местный переводчик побледнел. Фраза звучала так: «Пусть тот, кто откроет врата Дария, сам познает вкус вечного сна». На рассвете 14 августа 1939 года тишина пустыни была почти осязаемой. Воздух стоял неподвижно, ни ветра, ни песка, только сухой жар и ожидание. Археологи выстроились у входа, где в камне темнел проем, засыпанный пылью и глиной. Перед ними каменные двери, покрытые символами, которые блестели под первым солнцем, будто покрытый тонкой пленкой металла. Штат приказал начать вскрытие. Инструменты звенели по камню, звук отдавался глухим эхом в глубине. Казалось, сам утес сопротивляется. Долгие часы они рубили, сверлили, очищали, пока, наконец, с хрипом не отвалился первый фрагмент плиты. Из проема вырвался воздух, сухой, старый, и с запахом, который никто не смог описать. Он был не гнилым и не пыльным, скорее как металл, ржавчина и что-то еще. Кто-то из рабочих сделал шаг назад, другой перекрестился. Штат стоял неподвижно, глядя в темноту, будто в глаза зверю. Он поднял фонарь, и на миг в глубине что-то блеснуло. Не золото, камень, полированный, гладкий, как зеркало. И в этом зеркале, казалось, отражались не они, а чьи-то другие тени. Запись из журнала, найденного позднее в лагере. Ветер изменился. Мы не слышим звуков, но чувствуем дрожь под ногами. Камень будто живой. Ночью вижу свет, тусклый, зеленоватый, будто горит под землей. К вечеру дверь была снята полностью. За ней открылся узкий коридор, уходящий под углом вниз. Песок под ногами был спекшийся, словно оплавленный. Фонари тускло светили, и их пламя, как говорили, колебалось не от ветра, а от чего-то иного, будто воздух сам дрожал. На стенах рельефы. Дарий, возвышающийся над врагами, крылатое солнце, и сцена, где он стоит над чем-то похожим на гроб, а рядом надпись «Тот, кто потревожит покой царей, пусть будет лишен покоя в веках своих». Но Штат не остановился. Он чувствовал, что на пороге открытия, которое изменит все. В глубине прохода показалась каменная плита с вывязанным кругом, печать. Не просто украшение, а затвор, прижатый к скале, как гигантская крышка саркофага. На ней выбитые символы солнца, воды и крови. Когда они вставили лом, камень вдруг дрогнул, будто внутри что-то двигалось. Штат отпрянул, но приказал продолжать. Через минуту печать поддалась, и в коридор ворвался порыв холодного воздуха. Он пах древностью, глиной и чем-то железным. Фонари на мгновение погасли. Когда они снова вспыхнули, с потолка сорвалась пыль, как серый снег. Тогда один из рабочих вскрикнул. У самой плиты под слоем пыли проступил след, отпечаток ладони. Он был не свежим, но и не древним, как будто кто-то изнутри недавно пытался выбраться наружу. После вскрытия печати лагерь изменился. Казалось, вместе с каменной дверью в пустыню вышло нечто невидимое, но ощутимое. Воздух стал плотнее, тени длиннее, и даже солнце теряло свой обычный блеск. Будто пыль между скалами больше не отражала свет, а поглощала его. Штат, несмотря на усталость, не покидал раскоп. Он стоял у входа,
часами глядя в темноту прохода, как человек, что ищет смысл в бездне. Он писал в дневнике: «Я ощущаю, будто присутствую при возвращении чего-то, что должно было остаться забытым. Мои руки дрожат, но не от страха, а от осознания. Мы не открыли гробницу. Мы разбудили идею». Вскоре в лагере начались странности. Собаки, что охраняли периметр, выли по ночам, обращая морды к скалам. Фонари часто тухли, хотя ветер был слаб. Люди стали жаловаться на сны, одинаковые, повторяющиеся. Они видели огромную фигуру в золотом венце, стоящую посреди песчаного шторма. Он произносил что-то на языке, которого никто не знал, но каждый понимал смысл. «Уходите». Через 3 дня умер переводчик. Он просто не проснулся. Когда его тело перенесли к палаткам, у него на груди обнаружили странный след, темный отпечаток, как ожог в форме круга с точкой в центре. Штат записал: знак повторяет символ с каменной печати. Возможно, реакция на вещество из недр гробницы, газы, радиация. Но почему след идеальной формы без ожога кожи вокруг? Тем временем рабочие отказались продолжать. Лагерь опустел. Остались только 6: археологи, инженеры и сам штат. Они спустились снова, чтобы завершить документирование внутреннего зала. На этот раз с аппаратами и фотопластинами. То, что они нашли внутри, позже стало легендой. В зале, куда вел узкий проход, стены были покрыты барельефами, не изображениями побед, как ожидалось, а сценами страдания. Люди, склоненные пред царем, тянущие руки к солнцу. Но солнце на рельефе было перечеркнуто клинком. Под ним надпись, которую никто не смог полностью перевести. Один символ означал гнев, другой — вечность. На полу стоял саркофаг. Не золотой, как ожидали, а темно-каменный, будто высеченный из черного базальта. На его крышке узоры, сплетенные в круг, как печать, сорванная с дверей. Штат провел рукой по резьбе, и кожа его мгновенно покрылась инеем, будто камень был холоднее смерти. Он вздрогнул, но не отдернул руку. Внутри лежит не тело. Это сосуд. И если сосуд открыт, значит, что-то вышло. Последняя запись в его журнале, сделанная дрожащей рукой. Через 2 дня связь с лагерем прервалась. Когда британская миссия из Шираза добралась до места, они нашли лишь остатки лагеря, выжженные оладки и следы, уходящие в песок. Среди обломков изогнутая фотопластина, на которой с трудом можно было различить изображение. Силуэт. Человеческий, но вытянутый, словно свет скользнул по форме, которое не должно было существовать. Прошло десятилетие. Пустыня сменила своих свидетелей. Палящее солнце, ветра, песок, забирающий следы человеческой спешки. Накш-э-Рустам оставался в прежней тишине и вместе с ней хранил память о том, что произошло почти полвека назад. Историки Шираза и Тегерана, исследуя архивы, наткнулись на записи экспедиции штата. Фотопластины, дневники, выжженные палатки — все говорило о том, что легенда о гневе Дария была не вымыслом.
В 2005 году новая команда археологов, вооруженная лазерными сканерами, дронами и датчиками движения, вернулась к гробницам. Цель — изучить архитектуру, измерить пустоты внутри камня, задокументировать барельефы. На первый взгляд все спокойно. Скалы молчали, барельефы стояли, как столетия назад, но техника фиксировала странности. Лазерный сканер обнаружил пустоты под саркофагом. Не просто пустое пространство, а система узких коридоров, почти незаметных глазу, словно скрытых механизмов. Команда исследователей вошла внутрь. Фонари освещали каменные стены, а на полу песок, который как будто оседал неестественным образом. Один из ученых заметил движение теней, странное, почти человеческое, но без формы. Когда он наклонился, чтобы проверить, фонари мигнули и едва не погасли. Камеры фиксировали колебания температуры, которые не имели объяснения. Датчики движения регистрировали присутствие чего-то внутри, хотя люди находились на поверхности. И самое тревожное — запись с дрона, который сканировал проходы. На одной из видеопленок отчетливо видна фигура в золотой короне, стоящая в глубине камеры. Фигура неподвижна, словно мрамор, но ощущение движения было невозможно отрицать. В дневнике ведущего археолога читаем: «Мы думали, что технологии откроют истину, но здесь открываются не двери к прошлому, а окна в то, что не должно было проснуться. Внутри скалы присутствие, ощущаемое всеми. Оно наблюдает нас». Команда продолжала измерение и съемку, но некоторые начали отказываться работать. Старые рассказы о гневе Дария звучали как миф, пока на лазерных изображениях не стали появляться новые формы. Фигуры, напоминающие людей, но с вытянутыми чертами, словно тени, повторяли позы барельефов. Они не двигались, но присутствие их ощущалось. Пыльные барельефы и древние надписи вновь заиграли смыслом. Круги, символы, стрелки, направленные внутрь. И в этот момент один из исследователей вспомнил дневник Штатта. «Тот, кто откроет печать, сам познает вкус вечного сна». Сегодня Накша-Рустам остается местом археологических открытий, туристических маршрутов и научных конференций. Но те, кто заходил внутрь, знают, стены хранят память, а память — не просто слова и камень. Она жива, она наблюдает, и иногда среди шума ветра и песка ощущается легкое движение, как будто сама тень Дария снова проходит по коридорам своей гробницы. После того, как команда 21 века проникла вглубь гробницы, события приобрели необъяснимый характер. Сразу заметили странности. Приборы фиксировали повышенное электромагнитное колебание, камеры — световые аномалии, а датчики движения — присутствие чего-то невидимого. На стенах начали проявляться новые трещины и отметины, будто камень сам оживал и реагировал на присутствие людей. На середине зала обнаружили артефакт — тонкую золотую пластину с выгравированным символом. Форма идеально повторяла круги на печати, сорванной десятки лет назад Штаткёлем. Некоторые считали это лишь декоративным элементом. Но стоило коснуться ее, температура резко изменилась. Холод и тепло смешались одновременно, а воздух стал густым, почти жидким. Первый эффект был психологическим. Участники экспедиции ощущали давление, словно невидимые руки удерживали их, а тени на стенах казались движущимися.
Камеры фиксировали неразличимые силуэты, которые не принадлежали ни одному члену команды. Звуковые датчики регистрировали низкочастотный гул, непостижимый для человеческого уха, но создававший ощущение тревоги и давления. С каждым часом присутствие становилось осязаемым. Фигуры из глубины гробницы повторяли позы древних барельефов, Дарий с поднятой рукой, люди, склоненные перед ним, охраняющие сокровища. И чем больше исследователи пытались рационализировать происходящее, тем страннее становились явления. Они чувствовали, что каменные стены не просто хранят память, они наблюдают и взаимодействуют. В дневниках и видеозаписях археологи записали: каждое прикосновение к пластине словно пробуждает поток силы, запертый здесь веками. Камни реагируют на мысль, дыхание, даже на шорох одежды. Мы не просто изучаем гробницу, мы вторгаемся в ее сознание. Вскоре после экспедиции произошли необъяснимые события. Документы исчезали, оборудование ломалось, а один из ведущих исследователей внезапно заболел и несколько недель не мог говорить. Слова покидали его, оставляя лишь шепот ужаса. Местные жители сообщали о странных огнях и темных силуэтах у скал ночью, хотя лагерь уже давно был пуст. Символика печати, оказавшаяся древним энергетическим или магическим устройством, стала ключевой загадкой. Она хранила не просто память царя, но и его волю, а, возможно, и силу, способную влиять на тех, кто осмеливался войти внутрь. Каждое прикосновение, каждый шаг по каменным коридорам словно отзывался эхом сквозь века, оживляя тень Дария и его гнев. Артефакт был изъят и помещен в хранилище, но даже в безопасности его энергия ощущалась всеми, кто находился рядом. Словно сама история персидского царя не позволяла забыть о себе. И те, кто изучал записи, заметили закономерность. Каждый, кто вторгался в гробницу, сталкивался с необъяснимыми последствиями, от странных болезней до психологического давления. Дарий, казалось, продолжал управлять своей властью из вечного сна. Годы прошли, и Накша-Рустам стал объектом изучения новых экспедиций, туристических групп и ученых со всего мира. Но несмотря на современные технологии и опыт исследователей, никто больше не смел тревожить гробницы так, как это сделали штат и его команда в 30-х годах. Каменные коридоры, узкие проходы и залы с барельефами оставались молчаливыми свидетелями древней власти, но каждый шаг внутри вызывало ощущение невидимого давления. Воздух был густым, как будто сама скала дышала, и тени на стенах колебались, повторяя движение древних фигур. Легкий ветер скользил сквозь трещины, и его завывания казались шепотом, предостерегающим от дальнейших действий, голосом, который невозможно было игнорировать. Современные приборы фиксировали странные аномалии, резкие перепады температуры, колебания электромагнитного поля, движение теней, которых не могло быть. Камеры и датчики движения фиксировали силуэты, отсутствующие в лагере, а звук, почти неслышимый для человеческого уха, создавал ощущение тяжести, словно пространство вокруг сжималось. Артефакты, извлеченные из гробницы и помещенные в музеи, вызывали у людей странные ощущения: дрожь по телу, головокружение, чувство, что за каждым наблюдением стоят невидимые глаза. История Дария превратилась в легенду о том, что сила и гнев, запертые в камне, остаются живыми, пока есть те, кто осмеливается нарушить покой. Ночью пустыня оживает иначе. Луна освещает резные фасады гробниц,
отражая серебристый свет на песке. Кажется, что глаза Дария горят, наблюдая за каждым движением. Ветер приносит едва слышимые звуки: стук камня, шорох одежды, дыхание, которого нет. Старожилы обходят скалы стороной, зная, что проклятие царя не исчезло, что оно хранит память о величии и гневе, и что сама гробница реагирует на присутствие человека. Каждое прикосновение к стене, каждый шаг по каменному полу кажется событием, способным вызвать реакцию древней силы. Архивные записи штата, дневники и фотографии вновь обрели значение. Они подтверждают: те, кто вторгается внутрь, сталкиваются с необъяснимыми последствиями, от психологического давления до странных физических эффектов. Символика печати, сорванной с каменных дверей, оказывается не просто декоративным элементом, а каналом, через который гнев и память Дария продолжают действовать. Она хранит силу, способную влиять на время, пространство и сознание тех, кто осмеливается войти внутрь. Местные наблюдатели сообщают о странных явлениях: огни, движущиеся тени, внезапные сколы камня, скрип, который не слышен человеку, но ощущается всем телом. Легенды о гневе Дария не превращаются в миф, они оживают при каждом новом вмешательстве. Каждый, кто пытается изучать гробницу, чувствует тяжесть истории, которую невозможно игнорировать. Проклятие царя не исчезло. Оно ждет, наблюдает и сохраняет власть через века. И кто осмелится нарушить покой, услышит шепот из вечности: «Не тревожьте сон царя, ибо гнев его вечен». История Дария — это предупреждение для всех исследователей. Между знанием и мудростью существует грань, пересекать которую смертельно опасно. Гробница напоминает, что прошлое живет в настоящем и что тайна, охраняемая веками, никогда не отдастся полностью. Истина здесь не в находках, а в осознании, что некоторые силы не желают быть притревожены.